Море было тихим, и только редкие крики чаек нарушали эту тишину. Маленькая рыбацкая лодка медленно качалась на волнах у побережья Норвегии. Казалось, это обычный день, подобных таких много в году. Но вдруг под водой промелькнула огромная тень. Сердце у моряков замерло. К лодке приближалась касатка. Одна, совсем одна. Опытные рыбаки знали, что касатки редко держатся поодиночке. Они живут семьями, стаями, в которых каждый заботится о другом. Но здесь все было иначе. Животное выглядело потерянным. Оно словно искало кого-то или что-то. Касатка приблизилась так близко, что мужчины на борту могли различить шрамы на ее гладкой черно-белой коже. Она не вела себя агрессивно. Напротив, ее движения казались осторожными, почти робкими. Моряки переглянулись. Впервые за все годы работы они видели, чтобы дикая касатка так близко подходила к человеку без страха. Один из них заметил, что на спине животного был глубокий порез, вероятно, след от рыбацкой сети или пропеллера. Касатка медленно повернулась боком, словно демонстрируя рану. И тогда мужчины поняли – это не просто встреча. Животное словно просило о помощи. В лодке наступила напряженная тишина. Решение нужно было принимать быстро. Они знали, что любое неверное движение, даже несмотря на ее миролюбивость, могло легко перевернуть судно. Но было ясно и другое. Если они сейчас отвернутся, животное вряд ли выживет. Один из моряков, старший в команде, протянул руку и почти коснулся гладкой кожи касатки. Она не отпрянула. Она задержалась рядом, продолжая смотреть на людей своими огромными глазами. В этот момент стало понятно, что она доверяет им. Кто-то из команды прошептал, что это похоже на детскую просьбу о помощи. Сильное, гордое морское существо, привыкшее покорять просторы океана, теперь зависело от нескольких простых рыбаков. Моряки собрались с духом и решили действовать. Но они еще не знали, что их попытка помочь приведет к событиям, которые изменят не только их самих, но и вызовут обсуждения за пределами этого маленького норвежского порта. А затем произошло нечто, что заставило даже самых закаленных из них затаить дыхание. Моряки знали, что действовать нужно осторожно. Касатка зависла рядом с лодкой, будто проверяя, можно ли доверять этим людям до самого конца. Ее дыхание было слышно над поверхностью. Мощный выдох и снова глубокий вдох. Казалось, каждое ее движение давалось ей с усилием. На теле виднелись новые царапины, следы борьбы с сетью или острыми обломками. Все это говорило о том, что животное терпело боль уже не первый день. Один из рыбаков по имени Арне достал из ящика крепкий нож, которым обычно резали толстые канаты, но теперь он предназначался не для улова. Арне понимал, чтобы помочь, нужно подплыть ближе, рискнуть своим равновесием и руками дотронуться до раны. Он перегнулся через борт, а его товарищи крепко держали его за пояс. Когда сталь ножа коснулась спутанного кусочка веревки, застрявшей под плавником, касатка резко дернулась, лодка качнулась, и мужчины испуганно схватились за борта. Но через мгновение животное снова успокоилось и словно замерло, позволяло Арне работать. Это было невероятно. Дикая касатка сама предоставила человеку доступ к самому уязвимому месту. Сеть оказалась толще, чем ожидали. Каждый надрез требовал силы и времени. Арне с трудом справлялся, руки дрожали, но он не останавливался. Касатка продолжала терпеливо ждать. В какой-то момент она даже приподняла спину ближе к поверхности, облегчая задачу. Моряки не могли поверить своим глазам. Такое поведение напоминало осознанное сотрудничество. Минуты тянулись вечностью, солнце поднималось выше, а лодка все так же дрейфовала посреди холодного Северного моря.
Арне, наконец, разрезал последний виток веревки. Остатки сетки с шумом упали на дно лодки. В тот же миг касатка сделала глубокий рывок и на секунду скрылась под водой. Мужчины, затаив дыхание, ждали, что будет дальше. Через несколько секунд огромная тень снова появилась рядом. Касатка всплыла, и на этот раз ее движения были иными, свободными и легкими. Она словно танцевала у борта лодки, выплескивая фонтан воды. Моряки впервые за весь день засмеялись и закричали от радости. Казалось, они только что стали частью чего-то гораздо большего, чем простая рыбалка. Но радость длилась недолго. Когда касатка еще раз приблизилась, моряки заметили, что на ее коже осталась не только глубокая рана, но и странные следы, длинные, словно от металлического троса. Эти отметины выглядели так, будто животное попадало в сети не один раз. И, возможно, за этим стояло не случайное столкновение, а чья-то постоянная деятельность. Арне нахмурился. Он вспомнил слухи в деревне о том, что неподалеку иностранные суда незаконно ставят глубоководные сети. Такие конструкции смертельно опасны не только для рыбы, но и для крупных морских животных. Все указывало на то, что именно с этой касаткой и столкнулись. Моряки переглянулись. Им стало ясно, что если они отпустят животное просто так, есть шанс, что вскоре оно снова попадет в смертельную ловушку. Но что могли сделать несколько простых рыбаков против больших судов? Касатка снова задержалась рядом с лодкой, и в ее взгляде было что-то, что трудно описать словами. Казалось, она ждала, что люди предпримут следующий шаг. Один из моряков тихо сказал: «Может, она ведет нас куда-то?» Сначала все засмеялись, но затем касатка резко развернулась и поплыла в сторону открытого моря, а потом остановилась, словно обернулась и ждала. Мужчины растерялись. Это могло быть совпадением, но слишком уж странно. Животное задерживалось рядом, будто нарочно указывая направление. Решение нужно было принять немедленно. Либо вернуться в порт и забыть обо всем, либо рискнуть и последовать за касаткой в неизвестность. Их лодка, хоть и маленькая, была крепкой. Сердце каждого из моряков колотилось в груди. Арне кивнул. «Мы идем за ней». Мотор загудел, и лодка медленно двинулась вслед за черно-белым гигантом. Казалось, все происходящее похоже на миф, на легенду о древних морских союзах между человеком и животным. Но это было реальностью в холодных водах Норвежского моря. И чем дальше они углублялись в море, тем сильнее росло ощущение, что их ждет нечто большее, чем просто благодарность касатке. Они еще не знали, что вскоре станут свидетелями тайны, о которой в их рыбацкой деревне будут говорить долгие годы. Лодка двигалась за касаткой все дальше от берега. Сначала рыбаки надеялись, что она скоро остановится и даст понять, чего хочет. Но животное уверенно скользило вперед, время от времени поднимаясь на поверхность и снова ныряя. Казалось, оно точно знало путь. Море постепенно меняло свой характер. Небо затянули облака, ветер усилился. Волны начали поднимать лодку, и рыбаки нервничали. Идти далеко в открытое море на таком небольшом судне всегда было опасно. Но каждый раз, когда они задумывались о том, чтобы развернуться, касатка всплывала рядом и будто ждала их. Этот странный контакт не позволял им остановиться. Через несколько часов они оказались в районе, где редко рыбачили. Эти воды считались пустыми. Рыба здесь практически не водилась, а глубины были очень велики. Но именно здесь касатка замедлилась и начала кружить на одном месте. Она ныряла, снова всплывала, ударяла хвостом по воде, словно пытаясь привлечь внимание людей к чему-то внизу. Рыбаки переглянулись. Один из них предложил бросить эхолот, чтобы проверить дно. Прибор зашумел, показывая глубину и странные сигналы. Что-то определенно находилось под лодкой, и это что-то было необычной косяковой рыбой.
Через несколько минут на поверхность неожиданно всплыл большой обрывок сетей, покрытый водорослями и ракушками. К нему липли куски пластика, а в самой сети запуталась мертвая треска. Вид был мрачным, но многое объяснял. Вероятно, где-то под водой лежали целые километры брошенных орудий лова, так называемых призрачных сетей. Они дрейфуют месяцами, а иногда и годами, продолжая убивать все живое. Касатка снова появилась у борта. Она издала протяженный звук, похожий на крик, и ударила хвостом по воде, посыпав брызгами лица моряков. Этот момент было невозможно забыть. Животное явно показывало, что хочет более, чем просто свободы от сетей. Сердце Арне сжалось. Он вспомнил старые истории рыбаков о том, что касатки веками жили у этих берегов, помогали находить рыбу и никогда не нападали первыми. Но теперь все менялось. Океан наполнялся мусором и смертельными ловушками. И, похоже, эта касатка пыталась рассказать об этом людям. Вдруг море рядом с лодкой закипело пузырями. Из глубины медленно поднялся огромный темный силуэт. Моряки в ужасе отпрянули. На секунду они подумали, что это кит. Но когда облик прояснился, стало ясно. Это был не живой организм, а гигантская металлическая конструкция, застрявшая на дне улья. Обломок старой баржи или военного понтона, запутавшийся в сетях. Вокруг него плавали остатки рыбы и даже кости морских птиц. Все стало ясно. Касатка вела их сюда не случайно. Она словно хотела, чтобы люди увидели катастрофу, которую они же и создали. Один из моряков не выдержал. Если здесь тонут касатки, то сколько еще животных погибает в этих ловушках? Никто не ответил. Ответ был очевиден. Но впереди их ждала неожиданность. Когда они рассматривали поверхность моря, касатка снова нырнула и через мгновение всплыла. Не одна. Рядом показалась маленькая спина детеныша. Рыбаки ахнули. Значит, она была не просто раненым одиноким животным, а матерью. Ее цель была совсем другой. Когда из воды показался детеныш, у моряков перехватило дыхание. Он был совсем маленьким. Его спина едва пробивала поверхность. Но даже на таком расстоянии было видно, что малыш запутался в тонкой веревке, тянущейся от плавника к глубине воды, и вот почему мать искала помощь. Она вела людей не только к опасности, но и к своему ребенку. В лодке воцарилась тишина. Мужчины понимали, что все становится еще сложнее. Если с взрослой касаткой они могли как-то справиться, то с детенышем, паникующим и рвущимся в разные стороны, риск был очень велик. Но и оставлять его было нельзя. Мать плавала рядом, делая круги вокруг лодки и время от времени слегка подталкивая малыша к поверхности, словно показывая людям: «Вот он, помогите ему». Это зрелище было настолько трогательным, что один из моряков, самый суровый и молчаливый, впервые за многие годы вытер глаза рукавом. Арне снова взял нож. Теперь все зависело от того, сможет ли он добраться до детеныша, не навредив и не вызвав паники. Лодку осторожно подвели ближе. Мать не мешала, но ее огромный глаз не отрывался от людей. Казалось, она следит за каждым движением, готовая в любой момент защитить свое дитя Матеа. Малыш бился, путаясь еще сильнее. Веревка натягивалась и больно врезалась в кожу. Арне наклонился настолько, что его руки почти коснулись воды. Сердце билось так, будто вот-вот вырвется из груди. Мужчины на борту крепко держали его, понимая: одно неверное движение, и он окажется в море рядом с животными весом в несколько тонн. Мать-касатка внезапно всплыла ближе и толкнула малыша так, что тот оказался прямо у борта лодки. Это было невероятно. Она сама подвела детеныша к людям. Теперь все зависело от них. Арне осторожно поддел ножом веревку и сделал первый надрез. Малыш дернулся, плеснул хвостом, забрызгав всех на борту. Лодка опасно накренилась, но устояла. Второй надрез, третий. Наконец веревка лопнула. Ее остатки упали в лодку.
Малыш рванулся вперед и сделал первый свободный вдох. Моряки закричали от радости. Это был момент настоящего триумфа. Мать подплыла к детенышу. Они синхронно выпрыгнули из воды и ударили хвостами по поверхности, словно танцуя. Казалось, они благодарили людей. Но счастье длилось недолго. Издалека послышался низкий гул. Моряки сразу узнали этот звук. Дизельные двигатели. На горизонте показались два больших судна. Их силуэты были знакомы. Это были те самые иностранные траулеры, о которых ходили слухи. Рыбаки напряглись. Они знали, что эти суда ставят нелегальные сети и не стесняются запугивать местных. Несколько лет назад такие корабли уже оставляли после себя целые кладбища морских птиц и выброшенной рыбы. И теперь они снова были здесь, прямо рядом с тем местом, где только что происходило чудо спасения. Касатки, мать и малыш заметили суда первыми. Они издали громкие тревожные звуки, словно предупреждая. Мать снова приблизилась к лодке и какое-то мгновение шла рядом, будто пытаясь подтолкнуть людей в сторону. Это было похоже на просьбу не останавливаться, идти дальше. Моряки переглянулись. У них не было радиосвязи, и против таких кораблей их маленькая лодка казалась беспомощной. Но внутри каждый понимал, что от их решения сейчас может зависеть не только судьба этих двух касаток, но и всего района. И вдруг один из траулеров резко сменил курс и начал двигаться прямо к ним. Его силуэт стремительно рос на горизонте. Лодка казалась игрушечной рядом с приближающимся судном. Его корпус поднимался над волнами. Гудки раздавались все громче. Моряки понимали, что капитан видит их, но даже не собирается менять курс. Это было явное предупреждение. «Убирайтесь отсюда!» Ветер усиливался, море поднималось. Касатка-матерь с детенышем метались вокруг лодки, издавая тревожные звуки. Казалось, они чувствовали опасность не меньше, чем люди. Арне сжал кулаки. В груди у него все кипело. Нельзя было просто так уйти и оставить это место на произвол браконьерам. Траулер приблизился настолько, что волны от его борта чуть не накрыли маленькую лодку. Моряки вцепились в края, удерживая равновесие. С палубы сверху послышались крики, незнакомый язык, но интонации были понятны без перевода. «Убирайтесь!» Но в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Мать-касатка ринулась прямо под нос траулера. Она поднялась на поверхность, ударила хвостом и брызгами залила палубу. За ней выпрыгнул детеныш, копируя каждое ее движение. Этот дерзкий танец в волнах заставил судно на мгновение сбросить ход. Этого мгновения было достаточно. Арне завел мотор лодки и направил ее к ближайшей бухте, известной только местным рыбакам. Волны били по бортам, двигатель ревел, но они не останавливались. Касатки шли рядом, словно охраняя их бегство. Когда лодка вошла в бухту и оказалась в безопасности среди скал, мужчины тяжело перевели дух. На горизонте траулеры еще некоторое время маячили, но затем медленно отошли в сторону, исчезая из виду. Казалось, что на этот раз им удалось избежать самой большой опасности. Мать и ее малыш еще некоторое время держались рядом с лодкой, плавали спокойно, будто прощались. Затем, в последний раз вынырнув на поверхность, касатка издала протяженный звук, словно прощаясь, и пара исчезла в глубинах морской пучины. Моряки долго сидели молча, понимая, что стали свидетелями, вообще участниками чего-то гораздо большего, чем простое спасение животных. Это было предупреждение, напоминание о том, что океан – это не бесконечный ресурс, а живой мир, страдающий от человеческой жадности и беспечности. Вернувшись в деревню, они рассказали все. Люди слушали с широко раскрытыми глазами. Кто-то не верил, кто-то плакал, но никто не остался равнодушным. История о матери касатки и ее детеныше быстро разошлась по побережью. Вскоре не только рыбаки,
но и местные власти начали обсуждать, как остановить незаконные траулеры и защитить морскую жизнь. Арне часто возвращался в ту бухту. Каждый раз, глядя на море, он вспоминал тот момент, когда гигантское морское существо доверило свою жизнь простым людям. И ему казалось, что где-то там, в холодных глубинах, мать и ее малыш помнят их так же, как они помнят их. Эти истории напоминают нам, что человек и природа связаны гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Иногда одно животное может сказать нам больше, чем сотни громких речей и документов. Главное – услышать. Поэтому, если вы хотите узнавать еще больше правдивых историй о природе, ее тайнах и о том, что скрывают от нас моря и океаны, подпишитесь на наш канал. Впереди еще столько удивительных открытий, которые невозможно пропустить.